Мой лорд, все готово. Теперь коробку можно отправить хоть на другой край мультивселенной. Хорошо. Отправляемся в то же место. Не понял. Я пошутил. Отправь эту коробку куда-нибудь в задворки мироздания. Может быть, хоть оттуда получится достать что-нибудь интересное. Ну как, есть что-нибудь интересное? Пусто, абсолютно пусто. Лагд и нервно курит в сторонке в сравнении с той безлюдностью, какой я встречал на своем пути. А я ведь говорил на все... И что устанавливать Нура на... было уже слишком. Внимание, внимание! На радаре неопознанный объект. Один пикетчик? Где? Задержать? Смотри, я уже вижу. Что? Очередная летающая тарелка? И ради этого ты меня заставил поднять жопу? Да ладно тебе. Давай ее хоть на мою 144p камеру снимем. Здравствуйте! После предыдущего позорища я не планирую в ближайшее время отправлять свои коробки во вселенную Human. И поэтому на этот раз я отправил одну, но большую, во вселенную Вома. И она смогла мне оттуда достать набор с артикулом C0189 Crazy Bull Heavy Armored Combat Vehicle. Извиняюсь за свой английский. Это, если что, мне удалось перевести вот эти иероглифы. Кстати, судя по их количеству на коробке, то этот набор предназначался на внутренний рынок того, кто его, собственно, произвел. Батальная сцена на ней изображена, конечно, очень интересная. Вот тут чувак стреляет в воздух, причем пороховые газы есть, а выстрела нет, снаряд-то на месте. Вот тут этот чувак на мотике, судя по всему, гонится за батлбассом и стреляет в нее. Но пули не могут ее поразить, видимо от того, насколько она сильная и независимая. Ну, или пули просто еще не долетели. Да и вообще, пистолет-то у него однозарядный, потому что сама пуля уже больше магазина. Не говоря о том, что у пуль еще бывают и гильзы. Да и вообще это не пуля, а какой-то болт из Вархаммера. Потому что если мы приложим к пистолету линейку, то мы увидим, где должна была эта пуля оказаться. И это только по одной плоскости. Всего лишь очередная стрельба в воздух. Вот тут чувак просто стоит с собакой и тоже стреляет в воздух. Причем они нарисованы тут так, как будто они стоят со скоростью автомобиля. А еще, это не только Crazy Bull Heavy Armored Combat Vehicle, это еще и два в одном. У него снимается середина, раскладывается и превращается в стену, у которой второй этаж это окно, причем на этот второй этаж невозможно забраться. Что? Зачем? С обратной стороны изображены другие наборы из этой серии. Кстати, у меня самый большой.
а также подробнее показаны возможности по трансформации. Очень надеюсь, что сама модель будет выглядеть намного лучше, чем эта трэшовая сцена на коробке. Но чтобы это выяснить наверняка, мы приступаем к сборке. Расист! Расист!
Ну вот и все, мы собрали. И что я хочу сказать? Я хочу сказать, что для таких съемок лучше будет использовать обычный стол, потому что на предметном, на этом однородном белом фоне все это выглядит так, как будто подвешено в воздухе. А про набор? А что набор? Это полная противоположность тому, что мы рассматривали в предыдущем видео. Однозначно, один из лучших наборов, которых я когда-либо собирал в своей жизни. Да, тут тоже есть ряд моментов, к которым можно придраться, и которые можно было бы сделать лучше. Но это не какие-то эпик фейлы, как в предыдущем, а просто экономия деталей, причем в небольшом количестве, и там, где это не нанесло большого ущерба. И да, кстати, литник с РПГ не положили. Вместо него была та самая снайперка-расиста. Если рассматривать этот набор с игровой точки зрения, то нельзя не отметить огромное количество подвижных элементов и играбельных зон. Набор ими заполнен просто повсюду. Оставим все рафляные моменты с коробкой на совести дизайнеров, ибо ведь конструкторы-то не зря ели свой хлеб. Пусть хоть все это тут надо двигать ручками, ничего не двигается от кнопки или шестеренки, и некоторые подвижные элементы реализованы сомнительно, но тут все это хотя бы есть. Не то, что в предыдущей модели на обзор была только пушка-кривушка, да пушка-наебнушка. Если рассматривать этот набор как украшение для полки, то и с этой задачей он тоже прекрасно справится. По данной части можно придраться только к тому, что этот элемент вынесен немного вверх и назад, и при постановке боком эта огромная дырка нехило так бросается в глаза. Так что для того, чтобы довести эту модель для уровня самоделки, нужно всего лишь убрать эту вот вторую оружейную и затайлить некоторые моменты. И даже если вы по какой-то причине будете покупать это ради деталей, то и тут вы не прогадаете. За то, что модель абсолютно не имеет наклеек, и каждое изображение на детали это принт, от меня вообще низкий поклон. Но и помимо этого, набор изобилует полезными деталями, большинство из которых не встречается больше нигде. Чего только стоит вот эта деталь, которую я очень давно хотел получить, и которую по праву считаю одной из самых полезных деталей, когда-либо созданных человечеством. Поскольку данный набор оказался для меня неожиданно хорошим, то молвить слово я хочу и о минифигурках. Да, в последних обзорах, как вы могли заметить, я ни слова о них не говорил, отчего даже не заикнулся о том, насколько так себе они были в двух предыдущих. Все ходило либо очень туго, что мне приходилось просверливать дополнительные отверстия, потому что кисти туда просто не вставлялись, либо очень хлипко, когда как тут, в плане минифигурок, мне придраться не к чему. Да, они не запретованы на 360 градусов, как это умеет Семба. Но все сочинения двигаются идеально, не туго и не хлипко. Под конец скажу про инструкцию. Черный и темно-серый очень похожи друг на друга, отчего я, бывает, ошибался цветом. Но есть еще один момент. Я просто не верю, что разработчики умудрились продумать даже такое. Скорее всего, это просто совпадение. Но, тем не менее, я не могу данное не отметить. Инструкция адаптирована под быструю сборку. Модули собираются отдельно, а у основы сначала собирается задняя часть и середина, а потом собирается передняя часть и доделывается середина. Было очень удобно, что в этом плане мне ничего не приходилось выдумывать, и я собирал прямо по инструкции. Ибо именно один край и середина прекрасно помещались в кадр форматом 16:9. И на этом все. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и спасибо за просмотр. Да, мой лорд. Поздравляю, ты справился. А значит, у меня есть для тебя новое, гораздо более сложное задание. И какое же, мой лорд? Я хочу,
чтобы под моей пятой оказалось не только пространство, но и время. И я очень надеюсь, что все сразу будет готово к отправке очень большого груза. Да уж, ну и задачку вы мне задали.